Посол Армении в Иране Арсен Авагян, комментируя агентству МЕР двусторонние отношения и сотрудничество между Тегераном и Ереваном, отметил, что между Арменией и Ираном существуют теплые и добрососедские связи. Укрепление этих отношений имеет особое значение для Армении и закреплено в программе правительства Армении на 2021-2026 годы. Авагян выразил уверенность в готовности обеих сторон к дальнейшему углублению взаимодействия. Посол подчеркнул, что важность отношений с Ираном проявилась в высоком уровне участия Армении в церемонии прощания с бывшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси и в инаугурации новоизбранного президента Масуда Пезешкиана. В ходе этих визитов премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил текущую ситуацию и возможности сотрудничества с высшим руководством Ирана, в том числе верховного духовного лидера Али Хаменеи. Ереван настроен на реализацию всех предыдущих договоренностей и разработку новых амбициозных программ в сотрудничестве с 14-м правительством Ирана. Что касается двустороннего экономического сотрудничества, Авагян отметил, что хотя реализуется множество проектов, потенциал двух стран в этой сфере остается высоким, и его реализация может принести впечатляющие результаты. Он также указал на активное сотрудничество в инфраструктурной сфере, включая строительство 32-километрового участка дороги Каджаран-Агарак в рамках автотранспортного проекта «Север-Юг». Этот проект имеет стратегическое, экономическое и культурное значение, соединяя север с югом и Персидский залив с Черным морем. Следующим шагом в развитии двусторонних экономических отношений станет увеличение транспортной пропускной способности и использование транзитного потенциала. Авагян подчеркнул необходимость реализации практических шагов для обеспечения свободного проезда пассажирского и грузового транспорта между Арменией и Ираном, а также модернизации пограничного пункта Мегри с участием иранской компании. Он также упомянул о масштабном сотрудничестве в энергетической сфере. В частности, в прошлом году было подписано соглашение о продлении программы «ГАЗ» в обмен на электроэнергию, что позволит увеличить объемы поставок электроэнергии в Иран и, соответственно, иранского газа в Армению. Это позволит Армении иметь запасной вариант газоснабжения страны, если будут какие-то проблемы с «Газпромом». Посол с радостью сообщил о строительстве третьей линии высоковольтной электропередачи Иран-Армения, отмечая, что Иран активно работает над завершением этого проекта. Авагян подчеркнул, что крепкое двустороннее экономическое сотрудничество является важным стимулом для многостороннего взаимодействия. Он отметил, что географическое положение Армении создает возможности для Ирана на рынке ЕАЭС. Правительство Армении поддерживает подписание соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Ираном, а также приветствует участие Ирана в Евразийском экономическом форуме в Ереване. Отвечая на вопрос о так называемом Зангезурском коридоре, Авагян отметил, что одним из важнейших приоритетов правительства Армении является разблокирование транспортных и экономических инфраструктур. Он подчеркнул, что любые коммуникационные каналы должны находиться под суверенитетом и юрисдикцией соответствующей страны, действуя на принципах равенства и взаимности. Он отметил, что представления Армении по этому вопросу получили полное взаимопонимание в Иране. Высокопоставленный дипломат также подтвердил готовность Армении обеспечить безопасность проезда грузов и людей на своей территории, напомнив, что Ереван не раз заявлял о готовности обеспечить связь между Азербайджаном и Нахидживаном на условиях, соответствующих интересам Ирана. В заключение Авагян обсудил визит министра иностранных дел Франции в Армению, подчеркнув важность конструктивной роли Франции в регионе. Он выразил надежду на поддержку проекта «Перекресток мира», который создаст возможности для многостороннего экономического сотрудничества. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял в Баку специального помощника президента США и старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности Майкла Карпентера. Учитывая профиль курируемых им проблем, диалог между двумя сторонами должен был иметь самый широкий характер, касаться больше вопросов двусторонних отношений между США и Азербайджаном. Однако, если судить по отчету правительственного агентства «Азертадж»,
Основное внимание на этих переговорах было уделено перспективам подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном с учетом появившихся в нынешних условиях исторических возможностей. При этом Карпентер вручил Алиеву письмо президента США Джо Байдена, в котором содержится призыв завершить работу над соглашением в этом году. И сразу возникает множество важных нюансов. Первый. Карпентер прибыл с миссией только в Баку и передал письмо Байдена Алиеву, что наводит на мысль, что с американской точки зрения камень преткновения на пути к мирному договору находится на азербайджанской стороне. Второй нюанс. Прежде Баку и Ереван заявляли о необходимости проведения мирных переговоров без посредников. Именно в момент нахождения в Баку Карпентера вице-премьер Армении МГЕР Григорян заявил, что присутствие третьей страны в переговорах с Азербайджаном содержит риски столкновения интересов, так как может появиться независящее от нас решение, которое станет для нас обязательным. Но дело в том, что миссия Карпентера, как и вся предыдущая деятельность госсекретаря США Энтони Блинкена на этом направлении, имеют исключительно посреднический характер, и США активно вклиниваются в процесс подготовки мирного соглашения. Но нет полной ясности относительно механизмов такой вовлеченности. В двустороннем или многостороннем форматах только со своим участием или с подключением ЕС. Ясно только то, что все это планируется проводить без участия России. В то же время после заявления Григоряна появляется вопрос о возможном саботаже миссии Карпентера со стороны Баку. Так мы сталкиваемся с системой видимых парадоксов. На переговорах с Карпентером Алиев заявил, что основным препятствием на пути подписания мирного договора являются конституционно закрепленные территориальные претензии Армении к Азербайджану. То есть перед специальным помощником президента США выставляется дилемма. Либо он должен добиваться того, чтобы Баку снял свои требования к Еревану провести изменения в Конституции, либо заставить Ереван выполнить предъявляемые Баку условия. На данном этапе, в такой парадигме до конца текущего года переговоры между Азербайджаном и Арменией не имеют какой-либо перспективы. Но у этой темы есть и другой аспект. На недавнем саммите глава стран СНГ в Москве Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны. Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они, на глазах у всего мира, сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас, говорил лидер Азербайджана. Он, в частности, напомнил, что Вашингтон 1 мая 2024 года ввел ограничительные меры в отношении десятков компаний из Российской Федерации, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая. По его словам, сегодня против Азербайджана вводятся американские санкции, после чего они говорят «давай укреплять нашу дружбу». О какой дружбе может идти речь? Помимо этого, он предупредил Армению не ввязываться в опасные игры и призвал ее не забывать итоги Второй Карабахской войны и антитеррористической операции. И очередной парадокс. По разным причинам и с разными целями Алиев стал блокировать усилия дипломатии США в регионе. Что бы все это значило? Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.